Всем привет, с вами Дэн, и у нас сегодня часы от AVAC на обзоре в таком интересном кейсе, прям необычном. Давайте открывать, смотреть, что ж там внутри. Часы, естественно, и здесь также международная гарантия, ну и инструкция. Но самое главное, понятное дело, часы. Мне прям нравится такой кейсик, знаете, вот прям напоминает что-нибудь такое автомобильное, что-нибудь, не знаю, 60-х, 50-х годов. Прям вот интересно, они стилизацию такую сделали. И это важный момент, потому что в дальнейшем мы как раз-таки поговорим про дизайн, концепцию этих часов и чем это было вызвано и обусловлено. Пару слов про AVAC. Это независимый часовой бренд, который базируется в китайском Шэньчжэне. Кстати, я вам показывал видос с их фабрики. Основан он был в 2019 году, и, собственно, много уже у них и наград. Они получали награды за дизайн, много патентов на свои изобретения. Я вам несколько версий их моделей уже показывал. Ну и сегодня у нас такая вот линейка Ettore и конкретно модель Ettore Drift. Эта линейка, в отличие от других линеек от AVAC, которые я вам показывал, посвящена автоспорту. Эта модель для обзора предоставлена крупнейшей в России розничной сетью магазинов наручных часов All Time, за что им большое спасибо. Итак, давайте пройдемся по характеристикам. У нас стальной корпус, механизм АК-03 с автоподзаводом. Как видите, здесь отдельный модуль индикации разработки от AVAC. И калибр выполнен на базе японского механизма Miyota 9015, запас хода 42 часа. Сапфировое стекло с внутренним антибрейковым покрытием, водозащита 30 метров, то есть в душ сходить можно в этих часах. Кожаный ремешок идет, подсветка супер люминова на метках и стрелках. И что касается ритейла в России, то примерно 130 тысяч рублей. Ну и здесь вот посмотрите, да, мы сначала, наверное, давайте вот по общей концепции дизайна, а потом уже к часовой индикации перейдем. Значит, общая концепция здесь, и причем это вот лучше даже видно, когда смотришь на часы в темноте, когда подсветочка работает, да. Так вот, она вдохновлена гоночными суперкарами. И название Ettore, судя по всему, от имени Ettore Bugatti, да, легендарного конструктора. В дизайне есть много таких интересных фишек в плане автомобильного дизайна. И здесь, вот, как мне кажется, вот такой перекликается с автомобильной скоростной трассой, изгибы, да, гоночной трассы и в корпусе, и вот здесь вот в элементах дизайна. Интересно сделано. А здесь вот так вот посмотришь, как будто бы уже двигатель, здесь вот логотип на двигателе. И в целом смещенная вправо индикация часов и минут тоже такая больше, ну, как будто бы такой тахиметр на гоночном автомобиле. И в целом модель смотрится и спортивно, и стремительно, а вот плавные обводы мне так сразу напоминают больше, наверное, классические времена 50-х. Но понятное дело, что главная фишка часов — это все-таки индикация времени в стиле блуждающий час. А здесь сложная система индикации времени с 4 стрелками, которую раньше можно было встретить только в часах класса люкс, а сейчас вот от AVAC сделал ее доступной, ну, относительно доступной для масс. Здесь индикация времени происходит за счет часового колеса, которое делает полный оборот за 3 часа. Минуты отображены на циферблате, а часы отображаются 12 вращающимися часовыми индикаторами. Ну и давайте посмотрим, что вот разговоры разговорами, а как это выглядит в реальности. Да, вот мы, значит, тут мы подзаводим, у нас заводная головка с левой стороны, да, для удобства. И вот выдвигаем, давайте, заводную головку и посмотрим, как у нас, собственно, происходит демонстрация времени. Ну, если вы смотрели обзоры про AVAC, наверное, уже знаете. А кто первый раз, смотрим. Здесь у нас часы, 6 часов 30 минут. Минуты вот здесь у нас, да, по вот шкале. 6 часов 35, 40, 45. На самом деле очень легко, очень удобно считывать. И по опыту скажу, у меня есть часы от AVAC, по опыту скажу, что в принципе 1-2 дня, и вы привыкаете, и для вас эта индикация становится, ну, крайне наглядной и понятной, очень удобно. 55 минут, 60 минут, и вот у нас следующий час пошел уже 7 часов, 10, 15, 20, 25 и так далее. Удобно, наглядно, на самом деле прям очень понятно. Но здесь такая именно двухмерная индикация, то есть мы знаем, что от AVAC они теперь сделали еще более сложные, когда там уже 3 раза, да, уже вокруг своей оси часовой индикатор обращается. Здесь проще и здесь более, как мне кажется, понятно.
Ну и, собственно, и цена часов более доступная, да, в такой вариации. Но это круто. Это, конечно, красиво. Давайте сейчас подгоним какой-нибудь час, чтобы у нас движение происходило. И я смотрю, мы с вами еще не поговорили про важный момент по размерам. Здесь корпус необычный, поэтому давайте посмотрим, сколько у нас вот здесь по максимуму. Да, получается 46,9. Здесь от ушка до ушка, ну ушки достаточно короткие, 45,5. А вот по корпусу, если посмотрим по этой части, ну 41. Не так и много. Корпус такой, да, прям как космический корабль. Здесь высота корпуса 13,4. И что касается ремешочка, давайте посмотрим. Мне кажется, здесь 24, наверное. Да, 24, поэтому, в принципе, можно и ремешки сторонние поставить, попробовать какие-то разные. Ну, в общем, давайте смотреть на запястье. Мое запястье 18,5. И, казалось бы, часы не самые маленькие, но за счет того, что ушки короткие, посадка вполне удобная. Плюс заводная головка перенесена на левую часть. Здесь ничего не мешается. И слушайте, ну отлично. Я бы даже сказал, в каком-то мере это могут быть и повседневные часы, если вам нравится вот такой необычный стиль и нравится, чтобы прям на ваше запястье заглядывались, потому что сразу будет непонятно, а что это такое? А это, оказывается, необычные часы с необычной индикацией. В общем, по тому, как они на запястье, удобно, интересно, необычно. Да, это крупные часы, это нужно понимать, нужно этому отдавать отчет. Ну, что касается индикации, мне кажется, даже, вот, возможно, вы уже посмотрели этот ролик и уже привыкли, как она показывается, так что вполне, как мне кажется, наглядно. Мне нравится здесь вот такая объемность циферблата, он действительно живой, он вызывает ассоциации с автомобильными приборами прошлого. А с другой стороны, кстати, как бы странно ни звучало, на контрасте и будущего. Да? Я бы даже сказал, вот такие часы вполне мог носить кто-нибудь типа там героя Брюса Уиллиса в фильме «Пятый элемент». Да почему бы и нет? Они такие вот прям гладкие, они такие футуристичные, но с другой стороны они понятные, и они больше вот 50-й, 60-й, может быть, как-то оттуда вот, да, идут истоки дизайна. Но, возможно, я ошибаюсь, у вас, может быть, будет свое мнение. Но мне нравится, да, вот эта объемность, это очень круто. И в темноте они смотрятся потрясающе. Нравится мне, что матовый ремешок, что здесь ничего не отвлекает от корпуса и от циферблата, это правильное решение. Хотя, возможно, вы попробуете на эти часы что-то прям, наоборот, яркое из ремешков. Ремешок в базе неплох, достаточно такой толстенький. Мягкий, матовый, как я уже сказал, брендированная застежка. И есть система быстрой замены. Ну и на задней крышке, тут вот, кстати, это лимитка 500 штук, 212 экземпляр, лимиточка, да, у нас Ettore идет. Ну и, конечно, давайте посмотрим по весу. Они не тяжелые, но они на запястье будут чувствоваться. И это хорошо, на мой взгляд, 108 грамм. Что касается отделки, мы сейчас, конечно, с вами макро посмотрим, но, как всегда, у Атавак на очень высоком уровне. Бренд в целом стремительно развивается, наращивает фан-базу, и это здорово, потому что они, как я уже сказал, делают вот это вот высокое часовое искусство более доступным, потому что, ну вот блуждающий час, кто там апологет, это Урверк, понятное дело, с него все берут пример. У них часы минимум стоят 7 миллионов рублей и дальше там плюс. Так что вот так вот. Вот она, объемная, конечно, здесь индикация. Второй час у нас пошел, 2 часа 5 минут. Сатинирование по корпусу, зеркальная полировка. Сложный корпус. Сложные же ушки. Весьма интересные. Ну и на задней крышке можно рассмотреть кастомный ротор и Миоту. А вот модуль надстройки, он под циферблатом. Здесь мы его не увидим. И что хочу сказать по итогам. Как мне кажется, классные, необычные, интересные и при этом достаточно удобные на запястье часы. Если хотите быть не как все, выделиться из толпы или вы просто хотите одну из моделей в вашем сете какую-то необычную, то, собственно, почему бы и не Атавак, при том, что отделка, как всегда, качественная. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн. Конечно же, увидимся.